Одна из главных новостей наступившего года – чрезвычайная ситуация в подмосковном Подольске. Из-за аварии жители микрорайона Климовск лишились отопления. Их квартиры буквально стали превращаться в морозильные камеры. Дошло до того, что проблему с местной котельной и теплотрассой начал разруливать сам Путин. Тяжелейшая проблема климовчан стала частью федеральной повестки, и это, с одной стороны, хорошо. Есть все основания полагать, что замерзнуть людям теперь не дадут, а систему теплоснабжения реконструируют. Но с другой стороны, у обычного телезрителя, сидящего в теплой квартире, может возникнуть иллюзия, будто происшествие в Климовске – это какой-то исключительный случай, что-то из ряда вон. Мол, в любой стране время от времени происходят аварии, но у нас-то скорость реакции ого-го! Сам глава государства взял ситуацию под личный контроль. Напомню, что еще 18 декабря мы на нашем канале говорили следующее. В декабре этого года сплошным потоком идут новости о холодных батареях и замерзающих людях. Только не в Евросоюзе, заполненном эрбинами, а в российских городах. Тот ролик был на другую тему, мы там вообще разбирали одну антинаучную статью про эрбинов и ариев. Тем не менее, еще до аварии в Климовске проблемы с отоплением в России были очевидны. И было совсем не до шуток. Сейчас, перед тем, как продолжим, если вы во Франкфурте, то завтра у нас там живое выступление. Приходите по ссылке билеты. Если ты поел, помылся, дома у тебя тепло, значит, русским ты родился. Со страною повезло! Только в одной Московской области издание РБК насчитало аж 12 городов, где во время новогодних праздников были проблемы с отоплением. Отдельной строкой идет подмосковный город Электросталь, где горожане замерзают уже месяц. Дошло до того, что электростальцы опубликовали в сети видео, как они греются у костров на улице. И это всего в 50 километрах от Москвы. В домах находиться невозможно. Замерзаем! 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 К сожалению, не обошлось и без жертв. В Электростале 2 человек погибли, пытаясь согреться с помощью газовой колонки. Сделаем здесь одно важное пояснение. Чтобы люди оказались в пыточных условиях, не обязательно ждать, пока их квартиры промерзнут целиком. Хотя и такое в нашей стране не редкость. Условия уже можно назвать невыносимыми, когда батареи работают едва-едва. 10-15 градусов тепла внутри панельного дома с бетонным полом и стенами совсем не то же самое, что 10 градусов тепла на улице. Разница огромная. Чем, кстати, пользуются сотрудники колоний. Когда читаешь новость про политзаключенного, которого поместили в штрафной изолятор, где температура 16-18 градусов, кажется, что может ничего страшного. Но в бетонной коробке с такой температурой воздуха можно надолго, а то и навсегда потерять здоровье. Бетон, можно сказать, вытягивает из человека тепло, поэтому долго сидеть на нем и не советуют. Вот случай из 1000 однотипных новостей в региональных СМИ. 26 октября. В Приморье город Фокино остался без воды и тепла. Правда, тут причина понятна. Экскаватор перебил ковшом трубу. Такое бывает. Однако вот публикация менее чем через месяц. Около 7000 человек в поселках зато Фокино остались без света и тепла. Ни на какого экскаваторщика ответственность здесь уже не свалишь. Ну ладно, допустим, аварии случаются. Их же устраняют, так ведь? Не так. 22 декабря. Жители города Фокино замерзают в собственных квартирах. Спустя 3 дня по поводу той же ситуации появилась публикация с заголовком «Мы умираем тут». Журналисты пишут, что когда грянул 24-градусный мороз, жителям одного из домов в этом самом Фокино пришлось вспоминать технологии блокадного Ленинграда, бригадироваться в какой-то одной комнате и пытаться ее прогреть, потому что всю квартиру протопить невозможно в принципе. Еще из-под крана в Фокино течет вот такая вот замечательная водица. Горячий шоколад, а не горячая вода. Да, и она еле-еле теплая, на всю горячая открыта. Еще в 2020 году одна из жительниц Фокино обращалась с этими проблемами лично к Путину. Но спустя 3 года фокинцы продолжают замерзать. Название этого населенного пункта можно запросто поменять на сотни, если не на тысячи других. Везде новости будут точно такие же. Вы можете сами это легко проверить. Просто вбейте в Google или Яндекс слова «В области замерзают люди». И посмотрите на список страдающих от нехватки отопления регионов. В Брянской области, кстати, тоже есть город Фокино. Там жильцы тоже регулярно замерзают. А прямо сейчас мерзнет поселок Белые Берега, относящийся к Фокинскому району Брянска.
Название топонима одно, проблема одна, расстояние только много тысяч километров. Вероятно, вы отыщете с десяток подобных совпадений. Особенно тяжело детям, которые посещают школы и сады. Вот, например, новость 10 января. В городе Советском, Ханты-Мансийском автономном округе, в детском саду Тополек дети вынуждены спать в одежде. А в 4-й школе ученики сидят за партой в пуховиках. 11 января. В поселке Никольское, что под Костромой, в местной школе 5 градусов тепла. Пришлось даже перевести учеников на домашнее обучение. Правда, дома у них не сильно теплее. Мы в нашей редакции решились на эксперимент. Вбили в поисковой строке Яндекса 2 слова «Замерзает больница». И результат ужасный. Новость от 9 января этого года. Это мы не какие-то давние года, это все вот сейчас. От 9 января из Вологды. Мы замерзаем. Онкобольные на Советском проспекте спят одетыми под 2 одеялами в ожидании операции. То, что в столице региона России мерзнут люди с онкологией, по идее, должно вызывать скандал на всю страну. Должно быть главной темой на телевидении. И даже не главврач больницы или местный департамент, а сам федеральный министр здравоохранения должен лично объяснять журналистам, как так вышло. Подобная новость не может оставаться на задворках регионального интернет-СМИ. Что должно произойти со страной, чтобы онкобольные ждали операции в верхней одежде под 2 одеялами? Никакой пациент не должен страдать в таких условиях, но онкология же вообще особый случай. Для многих, кто борется с опухолью, даже простуда смертельно опасна. И Вологда не одна такая. 10 января. Пациенты замерзают в горбольнице номер 1 в Дзержинске, Нижегородской области. К слову, в самом Нижнем Новгороде тоже проблемы с отоплением из-за износа теплосетей, а это, на минуточку, город-миллионник. И там тоже замерзает больница, первая детская клиническая. Мать 3-летнего ребенка рассказывает: в отделении жутко холодно, спим в одежде под 2 одеялами, на окнах лед, их можно использовать в качестве холодильника. В больнице номер 20 города Екатеринбург, а это тоже город-миллионник, пациентам дают советы, как согреть самим себя. Однако мерзнут не только пациенты, но и медперсонал. В Ноябрьске, Ямало-Ненецкого автономного округа, сотрудники работают в куртках. В Сазоновской больнице, снова Вологда, то же самое. И это мы еще только первую страницу выдачи Яндекса посмотрели. То, что происходит в России, это катастрофа. Ее же никто не удивляется. А люди, между прочим, не только страдают из-за холодов, но и гибнут. В Ленинградской области замерз насмерть 60-летний военный пенсионер, бывший подводник Владислав Шавашкевич. Он обогревался с помощью электричества, но в Новый год в Ленобласти как раз массово вышли из строя коммуникации. По всему региону населенные пункты оказались в темноте и в холоде. И новость о замерзшем человеке вообще никого не удивляет. Типа, мало ли кто у нас и где умирает от холода в собственном доме. Это ж Россия, тут холодно. Хотелось бы напомнить, как диктор Первого канала Кораблева еще недавно говорила о том, как мы вот-вот заморозим жителей Киева. Киев может остаться без отопления до самой весны. Такой сценарий не исключил мэр города Виталий Кличко. Говорит, если при минусовой температуре в течение суток не будет тепла, придется сливать воду из городской системы, чтобы ее не повредить. Он призвал жителей готовиться и уточнил, пункты обогрева в этом случае не панацея и не спасут людей. А вот как об успехах нашей страны говорил Киселев. А время работает на нас. С воздуха мы продолжаем уничтожать критически важную инфраструктуру, которая позволяет нацистскому режиму все еще шевелиться. Пусть со все большими перерывами, но пока еще пользоваться электричеством и связью, отапливать города, пользоваться водопроводом и канализацией. По мере планомерного уничтожения энергосистемы Украины все это уже превращается в роскошь, часто уже непозволительно. Очень смешно было ведущей «России-24» Петрухиной. Так можно и без волос остаться, если сушить голову над газовой плитой. И это в лучшем случае. На лентах новостей все больше сообщений об отравлении угарным газом. Вот журналисты пишут, в селе Белогородка девушка неправильно использовала генератор. Теперь в больнице. Его вообще нельзя оставлять на ночь, да еще и в подвале. Там же никакой вентиляции. Это уже получается смерти генераторы какие-то. 18-летняя девушка, пытаясь согреться, отравилась угарным газом. На федеральном телевидении над этим смеются.
Где-то месяц назад мы рассказывали про пропутинское движение «Катюша», которое участвовало в кампании по дискредитации тех жен и матерей мобилизованных, которые борются за возвращение близких с фронта. Перед этим та самая «Катюша» записывала смешные ролики про замерзающий Евросоюз. Эта самодеятельность стала частью огромной пропагандистской кампании, рассказывающей россиянам о муках замерзающих европейцев. Мерзни, мерзни, волчий хвост. Мерзни, мерзни, волчий хвост. Из каждого утюга нам стали рассказывать, как велик Владимир Путин, обеспечивший россиян теплом. Хотя, если разобраться, он не сделал ничего, просто получил в наследство советские энергосистемы. Но кого это заботит? Даже полет Юрия Гагарина и победа в Великой Отечественной войне стали важнейшими достижениями Владимира Путина. На развлекательном сайте Пикабу был недавно раскручен один характерный пост с заголовком «Великая страна Россия». Этот пост в итоге превратился в локальный мем. «Мне кажется, — писал один из пользователей, — мы просто привыкли не замечать величие собственной страны. Вот у нас в городе сегодня минус 30, а я хожу по дому в трусах. Вы только вдумайтесь, насколько это невероятно». Теперь каждый раз, когда появляется новость об очередном прорыве теплотрассы, водопровода или канализации, пикабушники в шутку призывают безымянного мужика в трусах, чтобы он рассказал им снова про величие страны. Сейчас, например, он может съездить в Новосибирск. Пока мы готовили этот ролик, без воды и тепла там остались 124 жилых дома и 10 социальных объектов, а кипятком залило целую улицу. Ситуация аховая. Накануне полномасштабного вторжения в Украину износ жилищно-коммунального хозяйства в России оценивался в 60-70%. Это в среднем по стране. В Астрахани, например, износ объектов Астроводоканала достиг 98%. Не стоит думать, что в статистику совсем не попадает Москва. Посреди зимы без тепла порой могут остаться жилые дома и в столице, но это все-таки редко. Хуже всего приходится жителям так называемых новых регионов России. Во многих городах и поселках ни света, ни воды, ни канализации уже второй год нет. В населенных пунктах, по которым прокатились бои, уничтожена вся инфраструктура, и ее там никто даже не собирается восстанавливать, этого даже нет в планах. И хотя по телевидению часто показывают, как отстраивают Мариуполь, там в первую очередь возводят коммерческое жилье на продажу, а местных жителей, у которых квартиры разрушены, посылают в известном направлении. В других городах и того хуже. После их освобождения не строится и не ремонтируется вообще ничего. Местные жители, которых по официальной версии мы пришли освобождать и спасать, второй год балансируют на грани жизни и смерти. Особая история город Донецк. Благодаря мобилизации там в живых почти не осталось вообще ни слесарей, ни сварщиков. Даже пустяковые аварии устранять некому. России действительно была необходима спецоперация. Специальная жилищно-коммунальная операция по реконструкции теплосетей и систем водоснабжения по всей стране, а не по уничтожению того и другого у ближайшего соседа. Сами не живем и другим не даем. Как известный персонаж из «Бриллиантовой руки», грозим всем отключить газ, когда у самих страна не газифицирована. В современной России есть огромное количество проблем, но это одна из острейших. Решить ее будет тяжело. После войны в нашей стране не окажется ни избытка денег, ни достаточного количества рабочих рук. Слишком много граждан погибли или стали инвалидами, очень многие уехали. Это вообще большое заблуждение, будто уезжают одни лишь айтишники и дизайнеры. Представители рабочих профессий, особенно квалифицированные, тоже покидают Россию. С другой стороны, любую проблему нужно воспринимать как задачу. Незачем терзаться сложными философскими вопросами, как нам обустроить Россию. Задачи, которые перед нами стоят, предельно простые и понятны. Нужно починить наше государство в общем и целом, заставить работать суды, полицию, систему образования и здравоохранения, наладить работу государственных институтов и починить уже, наконец, трубы. То, что сейчас происходит с российским ЖКХ, это ровно то же, что происходит и с экономикой. Ровно то же, что происходит с постоянно возникающим дефицитом то бензина, то яиц. Происходит эффект накопления. Можно привести пример, который кажется не слишком важным, но наглядно иллюстрирует ситуацию. Рынок такси. Цены на такси в ближайшее время начнут сильно и быстро расти. Это прогноз, который с очень высокой вероятностью сбудется. Почему? Львиная доля автомобилей, занятых в такси в Москве и Питере, произведены и взяты в лизинг еще до пандемии. Все эти Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota Camry, Mercedes и E-класса, что в изобилии катаются по дорогам двух столиц, подошли к пределу своей коммерческой эксплуатации.
Это не очевидно для людей, которые никогда не имели отношения к коммерческой эксплуатации транспорта. Но 3, а тем более 4-летнее такси – это не частная машина того же возраста, это уже ведро с болтами. Эти ведра с болтами постепенно заменяются китайским автопромом, но именно в ближайшее время процесс этот примет лавинообразный характер. Но если мы с вами прямо сейчас зайдем на Авто.ру в раздел новых автомобилей и посмотрим цены, то обнаружим, что с началом войны все подорожало минимум на 50%. Мы не говорим, боже упаси, о европейских, американских, японских или корейских марках, которые едут в обход ограничений и стоят уже как легкомоторные самолеты. Базовую Toyota Camry сейчас в среднем можно купить за 3,5 миллиона рублей. Речь просто о том, что если нам нужен компактный седан для работы по классу эконом в Яндексе, то 2 года назад вы бы купили Kia Rio за 800 примерно тысяч, а сейчас к нашим услугам Geely M-Grand минимум за 1 200 000, а скорее за 1,5 миллиона. С учетом ставки ЦБ в 16% лизинг новых машин будет стоить совсем других денег. За это заплатят жители крупных городов, привыкшие к такси и каршерингу. Вполне возможно, что транспортный рынок изменится навсегда, а такси перестанет быть эрзацем общественного транспорта и вновь станет дорогой и разовой услугой. Почему мы привели этот пример? Экономика – штука инерционная. В принципе, от того, что импорт ограничен, курс улетел в небеса, а за ним кредитные ставки, с вашим автобусным парком, заводом, птицефабрикой ничего в один день не случится. Машины ездят, станки работают, сырье и комплектующие на складах есть. Даже мигранты не сию секунду уезжают домой, когда зарплата в пересчете на доллары уполовинивается. Все будут идти своим чередом, пока не начнутся проблемы. Пока оборудование не потребует обслуживания и замены, пока вам не понадобится кого-то нанять, но выяснится, что государство кого-то распугало, кого-то мобилизовало, а гораздо больше народу заняло непроизводительным трудом для обеспечения войны. Так вот, все то же самое касается инфраструктуры. Инфраструктура у вас не крякает в один день. Довольно долго можно бесконтрольно строить огромные дома, навешивая их на существующие сети. Довольно долго можно сокращать расходы на ЖКХ, одновременно эту сферу монополизируя и превращая в кормушку для прикормленных олигархов. Довольно долго можно проводить безумную муниципальную политику, отбирая остатки власти у местного самоуправления, которое и должно заниматься состоянием труб. Наконец, некоторое время можно распугивать мигрантов, основных работников ЖКХ. И все это будет сходить с рук. Более того, можно неэффективность собственного ЖКХ сделать поводом для гордости пропаганды. Дескать, посмотрите, как упарываются эти тупые европейцы со своей экономией ресурсов. А мы просто открываем окна, пока батареи жарят как в аду, и все. Но у любой инерции есть свой побочный эффект. Когда проблемы приходят, они приходят разом все. В один момент выясняется, что советская инфраструктура больше просто не тянет. Что бесполезно ее локально латать, что ее нужно глобально переделывать, вкладывая огромные суммы в национальную программу модернизации инфраструктуры. Но у вас нет этих сумм, вы тратите их на войну. У вас неким это делать, все ушли на фронт. Выясняется, что вот еще совсем недавно вам казалось, что можно все. И бабки бешеные солдатам платить, и ракеты в КНДР покупать, и зарплаты бюджетникам поднимать. Что ресурсов у вас бесконечное количество, и их хватит до конца времен. А потом хлобысь, и вы как-то вернулись в ранние 90-е. У вас снова неожиданно в январе пришла зима. То, что мы сейчас наблюдаем, это естественный процесс. Никогда не бывает резкого обрушения. Резкого обрушения экономики, социалки, инфраструктуры, безопасности. Если вы отправили много людей учиться убивать и выпустили зэков, в один день преступность не вырастет. Но когда проблемы накопятся, вы обнаружите для себя, что они нерешаемы. И это сейчас происходит с инфраструктурой. До завтра. Приглашаем вас на спектакль Максима Каца. Поговорим об истории России, о том, как она развивалась и в какую точку пришла сейчас. Кроме того, вместе с вами запишем ролик для канала на завтра, а в 3-й части Максим ответит на вопросы из зала. Билеты на сайте maximkatz.com. До встречи в вашем городе!